Моя мама рассказывала о том, что во время Советского Союза у нас же не было такой вещи, как национальная самоидентификация, потому что мы все были советские люди. Например, меня зовут Андрей, у меня сестра Света, отец Николай, а мама Роза. Все люди, которые жили в городе, говорили по-русски. Когда ты говорил по-якутски, то не то, что на тебя косились, но это было, как сказать, негласно, скажем так, не приветствовалось. У нас в семье никогда такого не было, что должны только говорить на якутском языке, это наш родной язык. Как-то не было какого-то такого, знаете, назидания, что ли. Мой сын не говорит на якутском, но мне очень сложно заставить ребенка, который меня спрашивает, для чего это будет нужным. В университете я практически позабыл якутский язык. Почему? Потому что среда, опять же, была русскоязычной. Я не мог ни с кем общаться на якутском языке. Якутский язык отличается от русского тем, что ты можешь знать разговорный, как я, допустим, но не уметь читать книги нормально. Ты там пропускаешь 50% материала. Иногда я звоню маме, кстати говоря. Да, я звоню маме и говорю: мама, вот этого слова что означает? Абсолютно серьезно. Более 2000 лет якутский язык существовал только в устной форме. Массовая письменность и финальная версия алфавита появились только в 20 веке. В результате язык сохранился в относительно неизменном виде. Но по прогнозам ученых, к 2050 году на родном языке будут свободно говорить только 60% населения. Социологические исследования показывают, чем младший респондент, тем меньше вероятность, что он будет учить своего ребенка якутскому. А подрастающее поколение якутов все чаще общается на языке интернета. В результате из якутской речи исчезают красочные фразеологизмы, слова заменяются русскими, язык размывается. Сегодня энтузиасты, кинематографисты, музыканты, молодые якутские художники стремятся продлить жизнь языка в современной культуре и цифровом пространстве. На родном языке они снимают кино, устраивают перформансы, ведут якутские YouTube-каналы, а еще создают якутский онлайн-переводчик, клавиатуру и Википедию. Когда я в Яндекс пришел работать именно в отдел машинного перевода, я ничего не представлял про то, что такое машинный перевод, вообще не знал, что существует Яндекс.Переводчик. В 2014 году, когда Антон Дворкович пришел в команду переводчика, сервис активно развивался, а перед разработчиками стояла амбициозная задача – включить в переводчик все языки России. Уже к 2017 году в переводчике были башкирский, татарский, удмуртский и еще 9 языков. Тут нам написал Алексей, как раз в 2017 году, когда мы выпускали наши первые нейросети, Алексей с нами связался и сказал, что вот эти ваши все языки, это очень классно, а давайте попробуем мой родной язык, якутский, добавить, поддержать. Это было бы так здорово, так важно. Есть такая опасность, что язык может исчезнуть, но его можно сохранить именно в цифровом пространстве. Запрос был какой? Возможно ли включить якутский язык в Яндекс.Переводчик? Алексей не был филологом или лингвистом. В жизни он говорил по-русски, а якутский, выученный когда-то в детстве, с каждым годом все больше забывал. Идея нам сразу понравилась, хотя совершенно было непонятно, что делать. Я пошел к своему начальнику и говорю: хотим сделать такую штуку. Он говорит: нет, давайте не будем делать, у нас очень много, 10, 20, 30 дел, которые нужно сделать до этого. Дело хорошее, но давайте потом. Я посидел, подумал и говорю: я компромисс нашел. Давай мы наймем стажера, и мы с ним в паре эту задачу сделаем. И тогда начальник сказал да. Я, в принципе, лингвист. Мне хотелось, чего-то на стыке программирования с лингвистикой. Когда я узнал, что это будет якутский язык, можно сказать, что я обрадовался, потому что, то, чем я буду заниматься, оно, так сказать, большому числу людей пойдет на пользу. Я работаю в Якутской городской национальной гимназии, учителем английского языка. Гимназия наша была основана в 1992 году моими родителями. После распада Советского Союза создали одну из первых
школ в республике на якутском языке, углубленным изучением якутского языка. В данный момент я сейчас играю в группе Crispy Newspaper. Мы появились в 2017 году. Да, Crispy Newspaper — это название группы, а «Я на север» — это название объединения вообще рекорд-лейбла. Я как самый старший из них, мне вот 40 лет. Я был застал. Ты удивился, что мне 40 лет? И на севере 40 лет. Да. Казалось, музыка развивается жестко везде в России, а мы как будто в Якутске в каменном веке живем, отстали. Какие-то скучные копии группы Ария в основном преобладали. Ну и потом в конце нулевых все-таки уже созрела панк-хардкор, такая тусовка жесткая, которая всему этому противостояла. Я вообще изначально вот про Crispy Newspaper всегда думал, что это нормальная тема петь на якутском языке, потому что и до этого были группы, использующие якутский язык. И для меня это не было типа какой-то такой экзотичной, я не знаю, вещью, потому что это наш родной язык, и почему бы и нет. Я по-якутски не знаю. Я во втором поколении не знаю. Просто мои родители не знают на якутский язык, и я не знаю. Вот знакомые меня ругали, вот, что я по-якутски не знаю, да? А сейчас я смотрю, у них дети по-якутски не знают. Такое есть тоже. Потому что они дома не. Да. Я больше привык по-якутски вообще говорить. И сына я тоже больше, на якутском воспитываю. Разговариваю с ним на якутском языке. Ты же, кстати, научно доказано, что ребенок, если разговаривает на двух языках, то он умнее, более развитый становится. Конечно, идея есть во всех наших действиях. Считаю это более правильным, и для сохранения нашего языка это тоже играет какую-то роль, потому что у нас очень довольно много слушателей и за пределами России, и за пределами нашей республики. Я вот в этом году в первый раз для себя осознанно начал слушать якутскую музыку. То есть, когда я катаюсь на велосипеде, включаю якутский плейлист, это очень странно слышать якутскую музыку и находиться в Москве. Это реально для меня какой-то типа из серии небольшой такой коллапс. Есть песни, которые я понимаю, а есть песни, которые для меня до сих пор непонятны, и я там пару песен, которые мне понравились, я прям слушал, типа play stop, пытался понять, записывал, искал слова и пытаясь понять смысл песен. Не могу сказать, что это удалось мне легко, но что-то я понял. Я все хуже говорю по-якутски, но тем не менее, даже когда вот на том плохом якутском, что я говорю, я чувствую себя там прямо, что я вот якут, как будто бы дома, как будто бы все барьеры падают, и вот он я, какой я есть, без какого-то такого, скажем так, как надо мной любят угорать в Якутске, столичного флера. Я вот уехал в 2007 году, и уехал типа не оглядываясь. Ну и жизнь в Москве как-то так поглотила максимально. В принципе, наверное, я себя чувствую достаточно оторванным уже от жизни здесь, в Якутии. И когда я сюда приезжаю, я начинаю чувствовать себя гостем. Опять же, я не знаю, как так получается. Вот ты приезжаешь сюда в деревню, и здесь как-то, само по себе, как будто больше якутского хочется говорить. Вот. Да. Хорошо. Вот. Это Саяра, моя младшая племянница. Вот. И она вот совершенно русскоязычный ребенок. Смотри, вон чайка полетела. Куда? Вот. А куда полетела? Я не знаю, куда ты полетела.
она не говорит по-якутски, то есть, ну, вообще не говорит по-якутски. Она даже как-то раз утверждала, что она русская, вы якуты, а я русская. Почему это так, непонятно. Ты русская или якутка? А? Якутка. Якутку. Как будет чайка по-якутски? Кайка. Хоп-то. Кайка. Скорее всего, наверное, это YouTube, интернет, детский сад, как-то вот оторванность от чего-то национального. Я пришел, и сразу началась работа, сразу меня бросили в дело. Моя задача, в принципе, заключалась в том, чтобы объяснить модели, как переводятся русские предложения на якутский, и, соответственно, как якутские предложения переводятся на русский. То есть научить ее контекстному переводу. Как устроен машинный перевод? Вот английское предложение, которое нужно перевести на русский. Сначала предложение разбивается на отдельные слова, а каждое слово переводится на язык компьютера, то есть становится числом из 1000 цифр. Математики называют такое число вектор. Затем нейросеть выясняет, как данные слова взаимодействуют в предложении. Для этого она проверяет, как вектора друг с другом складываются, вычитаются, умножаются и делятся. В результате получается таблица, в которой закодировано все исходное предложение. Теперь эту таблицу предстоит раскодировать, запустив тот же процесс в обратном порядке, но уже на русском языке. Как же научить нейросеть проделывать этот путь безошибочно? Для этого нужны параллельные предложения, то есть пары из исходного предложения и его версии на другом языке. Исходное предложение пропускается через нейросеть, а полученный перевод сравнивается с заранее известным правильным результатом. Если перевод оказался неправильным, разработчики вносят изменения в код и повторяют эксперимент, и так миллионы раз, постепенно приближаясь к идеальному качеству перевода. Чем больше переводчик тренируется, тем лучше он работает, а значит, очень важно обеспечить нейросеть как можно большим количеством параллельных текстов. Еще, конечно, нам нужны были данные, нефть, на которой наши алгоритмы обучаются. Данных для якутского очень мало, очень не хватает. Поэтому мы с этой проблемой, конечно же, пришли к Алексею, спросили его совета, попросили помочь добить хотя бы до 100 тысяч параллельных предложений в наш корпус, чтобы какая-то машинерия заработала. Проблема заключалась в том, что у меня не было текстов. Это нужно было с нуля все переводить. Грубо говоря, отбирал тексты с интернета и переводил на якутский язык. Я в одиночку пытался в 2017 году, это было очень сложно. Я искал других людей, которые бы помогли мне с текстами. Но, к сожалению, все отказывались. Но я нашел выход. Я начал продавать свою небольшую такую коллекцию. И на вырученные средства я уже нанимал переводчиков. В мире очень много людей, которые что-нибудь хотят, и довольно мало людей, которые готовы что-нибудь делать. Алексей всегда был готов делать, это было очень хорошо заметно, заражало энтузиазмом и нас тоже. Мы очень любим природу, мы называем природу баяной. Мы кормим обязательно природу, мы общаемся с природой, мы ловим энергию и передаем друг между другом эту энергию якутскую. Тянемся к солнцу, впитываем в себя и кайфуем. Надо почувствовать землю сначала. Это по обычаям. Ну, либо так сразу. Хотя... По обычаям, Ну, сама культура якутская, конечно же, вдохновляет, потому что я себя чувствую там как в домашнем очаге со своими близкими друзьями. Поэтому там и происходит, мне кажется, легче всего. Пишется легче, и мне легче там выдать из себя что-то новое. Новое поколение, да, из-за гаджетов, из-за того, что они больше сидят в Ютубе, редко уже общаются на своем родном языке. Я это еще начал замечать, когда учился в школе в 11, 10, 9 классах, когда младшие классы между собой общались уже на русском. Нам это было как-то абсолютно непонятно и непривычно, потому что мы все время общались между собой на якутском. Раз. И лётте.
Karacanlı. Вот бабушка мне так говорила, почему ты не пишешь треки только на якутском. Да, я считаю, что если бы я писал треки чисто на якутском языке, то, скорее всего, да, я бы как-то поспособствовал якутской молодежи, новому поколению, но так получилось, что я вот руководствуюсь немножко по-другому. Пишу и на русском, и на якутском. Нужно все-таки не развиваться дальше и не зацикливаться на одном языке. Она красивая, дурачится тик-ток. Когда растает снег, придет весна на блок. Проводишь по щеке, охлаждение наготов. Но я не остался в Якутске, потому что, да, в Москве много возможностей, да и не только в Москве. Я ощущаю тут большую свободу действий, свободу мыслей, потому что в Якутске я мыслил как-то вот прям в рамках Якутска. Я сделал такой шаг, чтобы освободить себя от оков, от того, что держит, из рамок выйти. Допустим, если я перееду в Нью-Йорк жить через какое-то время, спустя годы, я думаю, не забуду никогда якутский язык, потому что это как-то вот прям привито, это прям вот что течет во мне. Например, когда я в Америке, говорю, я из России, никого это не удивляет. А когда говоришь, я из Якутии, откуда там, вот это все на якутском написано, то люди интересуются. Это очень глобальный мировой тренд – сохранить свою национальную идентичность. Я очень стеснялась. Мне сложно говорить иногда, сложно вообще открывать рот. А я всегда делаю то, что мне сложно. Я жила в окружении природы, и бывало так, что я долго гуляла в лесу, могла заблудиться. Иногда мои родственники искали меня. И вот этот мой плач, когда я терялась в лесу, был похож на нытье животного. И сейчас я пытаюсь бессознательно повторить, мне кажется, этот плач, такой плачущий дикий зверь. И вот я пытаюсь перформансом возвратиться в те времена, когда я была такой наивной, настоящей якутской девочкой, которая хорошо знала якутский язык, а сейчас теряю. Я вспоминаю обращение мамы ко мне. Она всегда называла меня Чичах. Ну, такое странное слово Чичах, но оно означает птичка. И мне нравится, как это звучит. Очень ласково. Я также обращаюсь иногда к своему сыну. Для записи специфических якутских звуков в якутском алфавите есть 5 оригинальных букв. Ü, Ö, Н, Х, Г. При этом в якутском много чего нет. Например, звука В, родительного падежа и инфинитива. Зато с помощью суффиксов из любого слова можно сделать целое предложение. Вот возьмем слово «тылбас» — перевод. И образуем от него формы. «Тылбастыр» — он переводит. «Тылбастахнараш» — ему помогают переводить. «Тылбастахтарай» — может, переведет бедненький, если ему помогут. И даже «Тылбасчтахнарай быты». А что, если нам призвать его на помощь с этим переводом? Первый подход занял у нас достаточно много времени. Алексей к тому моменту нечеловеческими усилиями предоставил нам в районе 100 тысяч параллельных предложений. Это очень много месяцев работы, но стало понятно, что нашей нейросети не хватает, ей нужно больше топлива, хотя бы в 10 раз больше. При всем энтузиазме Алексей с командой вряд ли с этим когда-то справится. Практически невозможно столько текстов перевести ограниченному количеству людей. Я не представлял тот объем информации, который предстоит создать
для меня, возможно, ушла бы вся жизнь оставшаяся. Мы отправились думать, как же нам преодолеть эту проблему. Нам на помощь пришла идея так называемых мультиязыковых моделей в машинном переводе. Идея мультиязыковой модели в том, что все родственные языки похожи. Например, если человек знает испанский, то итальянский ему будет выучить гораздо проще. А каждый следующий язык из той же группы будет изучаться все быстрее и быстрее. Точно так же и нейросеть использует знания о языках-родственниках. То есть модель видит в предложении слова, находит аналог в родственном языке, сразу видит, какие у этого слова переводы, в каком контексте оно используется и как взаимодействует с другими словами. А затем применяет полученные знания уже в том языке, который изучает. Якутский язык входит в тюркскую языковую группу. Соответственно, родственными для него будут, в частности, турецкий, казахский и башкирский. Параллельных текстов на этих языках в интернете гораздо больше, чем на якутском, и поэтому модель сразу получает доступ к необходимому количеству текстов и может успешно обучаться. Когда стали видны первые положительные результаты, стало понятно, что у нас действительно получится. Конечно, я почувствовал какой-то прилив сил. Обошлись без шампанского, так как дело рабочее. Джол? Вот оно слово «джол», означающее счастье. У меня папа, кстати, в детстве любил садиться за стол, за обеденный там, или за ужин, и говорил «джол ден бу». Вот это счастье. До фотографии я на самом деле не шибко в это вникал. Вообще в якутскую культуру, в традиции. Ну, жил и жил себе. В принципе, как и большинство. Но фотография мне помогла вот именно как-то взглянуть на жизнь шире и понять, что в мире не я один с проблемами живу. Но я ощущаю вот эту вот острую нехватку в якутском языке. Еще задолго до того, как я приеду куда-нибудь в село, я сразу начинаю думать и волноваться, как говорить. Это мешает в какой-то степени в том, чтобы выстраивать какую-то нормальную коммуникативную вот связь с местным населением, общаться с ними. Я очень хочу вообще вот свободно владеть своим родным языком. Я вот учусь. У меня девушка отлично владеет якутским языком. Хотя я, может быть, не все понимаю, но когда она говорит на якутском, я наслаждаюсь. Вери. Gülebildim. Veri, teşekkür. Verdim. Молодец. Последние годы же о якутском кино очень часто говорят. Мне стало интересно просто вообще, как у нас вот, люди, да, на каком-то голом энтузиазме, можно сказать, с очень маленьким бюджетом снимают кино. У них только вот какая-то камера, может быть, лапша доширак, и все. И огромное желание что-то создавать, снимать кино. Есть мотор. Камера. 38-6-2. Внимание, и начали. Я считаю, что любой фильм в любом жанре на якутском языке, он уже выполнил свою миссию как контент на якутском языке. Пусть это комедия, там, зомби-фильм, неважно какой жанр, неважно какого уровня якутский язык, разговорный, там, может быть, с матерщиной или высоколитературный, все равно его люди смотрят и все равно чуть-чуть продлевает жизнь языка. Забита. Bu Türkiye'nin Allah ince konstruktör bulmak ya kalbıkkın bu. Ну да. Именно в работе над кино это очень часто появляется чувство волшебства. Готов? Готов! Готов! Ча!
Может быть, это мы так живем в магическом реализме, но это очень сильно присутствует. Мы сильно помешаны на знаках, на совпадениях каких-то, на подсказке. И вот это все время волшебство, волшебство. Вот читаю письмо, которое я написал. Алексей, добрый день. Спешу вас порадовать, что с завтрашнего дня в веб-версии Яндекс.Переводчика появится якутский язык. Смотрите на приложенную картинку. Это было неожиданностью. Я не верил тому, что читаю. В качестве подтверждения прилагалось письмо, скрин с поздравлением на якутском языке. Я, скорее всего, очень неправильно прочитаю это по-якутски, но я попробую. Алексей Игини Эгерделиибин. Алексей начал со слов «Вау, о май гад, потрясающая новость, спасибо». Было очень приятно, конечно, получить. Написал письмо Антону, начал тестировать. Перевод, как мне кажется, по качеству переводов ближе к человеческому, чем нежели к машинному. Я напишу на русском, потом девушке прочитаю на якутском, она скажет, правильно или неправильно. Потому что она-то понимает точно. Она-то может сказать. Я-то еще... Так. Я написала «Минкинем ата минедивеш кюнханда китбе». Это название фильма. То есть, перевел название моего фильма «Солнце над мной никогда не заходит». Правильно? Я сегодня поеду на съемки. А ты не скучай. Мен бүгін съемкаға барам, аттан чункуюма. Чункуй это... Чункуябын, это что ли? Можно и так, и можно ахтыма. Я, кстати, впервые вот это слово слышу. Чункуй. Что скучать. До этого я другое слово знал. Чункуй мне гораздо больше нравится. Я не думаю, что якутский язык исчезнет. Потому что есть якутское кино, оно снимается на якутском языке, оно очень популярно. Есть якутская музыка. Я не знаю про литературу, но наверняка есть люди, которые тоже пишут на якутском языке. Так что я оптимистично смотрю в будущее, и я уверен, что якутский язык сохранится. Но у людей может просыпается какой-то все-таки интерес к своему языку, к своей культуре, потому что появилось много там каких-то вещей, которые могут заинтересовать тебя с детства в якутскую среду, можно сказать. В том числе якутский панк. В том числе якутский панк. Старейшин берите и записывайте, чтобы они за собой оставили хотя бы на диджитал уровне свои знания, якутскую филологию, чтобы из поколения в поколение передавалось через вот так вот, типа через экран. Я думаю, ощущение Родины не размывается, если как раз продолжать в искусстве, в своей работе вспоминать свою Родину.
kökte ayrıga körde gara kögeydin Motok salaka motok canız kalacıya kögeydin Keradaydı çiçağı çöpçü sağa beyete Narınım çila bağı tırıbınan tispüte Tarıdı kemiz kanatını tarı birip komunna Karadastı gastın sunun hamsi latım Татыйығым чачағым жажығыр асқоластақ Жапчу саға бейеті көпсен көпсері